Ну вот, доделала я свой камин. Осталось теперь что-то придумать в топку, что положить. Либо какие-то поленца, либо свечи светодиодные. Скорее всего, будут свечи. Вот так вот я обклеила плинтусом декоративным. Здесь и топку. Захотелось более как-то выделить. Не белый, а золотой. Ну, результатом я довольна. Конечно, не без проблем, скажем так. Есть маленькие косячки, но мне в целом очень понравилось. Смотрится классно. Ну, сейчас я его украшать не буду под Новый год. Что-нибудь сделаю другое. А к Новому году у меня уже много идей, как его украсить и как сделать зону с елкой новогоднюю. Вот такой камин у меня получился. Ну, что хочу сказать по стоимости. По стоимости я посчитала, у меня вышло в пределах 1500 рублей. Здесь ушло у меня почти 2 квадратных метра потолочной плитки. 1 квадратик остался 50 на 50. 5 листов пеноплекса. 2 плинтуса вот декоративных. Они у нас по 120 рублей. Вот. Есть темные, темно-коричневый и белый еще такой же с золотом. И, по-моему, еще серебром есть тоже белый. Ну, еще пачку я покупала потолочных плит, ну, дешевых по 60 рублей, чтобы сделать заднюю стенку. И вот там-то как раз у меня косяк такой, что я рассчитала как бы метр на метр у меня получился. И, ну, прикинула, что там 1 квадрата должно хватить. Но пеноплекс сам по себе 2 сантиметра шириной. И поэтому как раз 2 сантиметра мне этих и не хватило, чтобы заклеить полностью потолочной плиткой. Надо делать его 94 сантиметра. Ну так, 94 на 94. Тогда будет вообще идеально. И еще косяк у меня вот с этой крышкой. Я отрезала. Вот здесь вот, видите, заклеила скотчем. И потом прокрасила. Все равно видно, но так особо не видно. Тем более что-то стоять тут будет. Ну, как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. У меня все наоборот. Ну, если сказать по времени, то если при наличии всего материала, который нужен, займет дня 2, полных 2 дня. Ну, я не спешила и делала, 2 дня делала по вечерам, потом по 15 минут. И еще маленький совет. Сначала пеноплекс, когда уже всю конструкцию соберете, сначала лучше покрасить, а потом уже клеить вот эти вот плиточки. Ну, это мой личный совет. Хотя и так тоже можно, просто мне кажется, так будет намного лучше и удобнее. Потому что я брала 2 кисти, одна широкая, другая тоненькая, и прокрашивала все вот и между швы вот эти прокрашивала. Вот эти вот швы. И желательно, наверное, все равно 2 раза проходиться. Ну, вот такой камин у меня получился. Кому понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Если что-то будет интересно, спрашивайте, что-то непонятно, спрашивайте, подскажу. Пишите комментарии. Все, всем пока.